Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 сентября. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Достанем 3 знака судьбы, 3 карты. А сама же я хочу вам напомнить о том, что сентябрь месяц– это месяц ясности, прояснений, некоторых запутанных ситуаций, сложных, или, может быть, это касается взаимоотношений. И коридор затмений тому причиной, и 7 сентября начинается коридор лунным затмением. Это как невидимая сила или какая-то насущная проблема, которую мы долгое время не могли решить, или вопрос. Неважно, чего он касался, здесь можете себе напомнить. Ну и ясность, самое главное, должна наступить. А 21 сентября завершается этот коридор, и завершается именно солнечным затмением в Деве. Солнце в Деве весь месяц практически, и это критическое мышление. Поэтому и возможности будут, ну и мы-то тут должны что-то переоценить правильно. Я не останавливаюсь на этом подробно, а приглашаю вас на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео. Переходите, прочитайте мой прогноз, и я думаю, подсказок будет еще больше. Итак, 3 карты, 3 знака судьбы. Это о чем? Про что будем говорить? Что вам нужно услышать? Какая важная информация? И в чем вы могли поставить точку? Оказалось, запятая или многоточие? Какое там дежавю? Что прояснится? Что уйдет? А что придет взамен? И давайте мы с вами, хочется перемешать по основным сферам жизни. Энергии все же посмотрим. Первая карта– любовь, личная жизнь или в целом энергия, отношений, взаимодействия. Энергия финансов и ваши достижения. Это где-то ваши планы, у кого-то обучение, у кого-то дела, работа, бизнес, у кого что, словом. Итак, знак судьбы. Вот посмотрите, трансформация. Вы можете услышать и как новость какую-то. Эта новость может совершенно идти вразрез с тем, что вы предполагали. Или как считали правильным, все-таки трансформация, мы говорим, да? Это может быть как в средствах массовой информации, то, что вы слышите. Может быть, и все же вы можете воспринимать, ну, так сложновато этот период, потому что мы к этому не готовы. Самое главное по аркану башня. Нам нужно где-то быть легкими на подъем. И это может касаться и решения каких-то вопросов, мои дорогие. Самое главное, Уран, пусть в близнецах, ну, кстати, близнецы, там себя Уран чувствует более комфортно, нежели до этого времени в Тельце. И вы, знак Водолея, как и близнецы, это стихия воздуха, интеллекта. Вот ваш интеллект. Быстро перестраиваться, что-то менять. И, кстати, Меркурий, который нам тоже в правильном направлении дает подсказки. Не бойтесь менять себя, не бойтесь изменить свои планы, не бойтесь быстро что-то передумать, перестроить, переиграть. В этом ваша сила. Тут могут быть хоть камни с неба, а для вас в этом есть какой-то плюс. По максимуму меняющуюся обстановку использовать или ту информацию, которая к вам приходит. Но, знаете, тут самое главное не замереть от страха. Или не замереть от того, что ну, наши какие-то шаблоны, они уже не работают. Тут действовать придется как-то иначе. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы. И замечтаться никак нельзя. Тут, знаете, нельзя и понадеяться. Тут надейся сам на себя, правда. Потому что по 7 мечей вот нам у нас сегодня колода 78 дверей. И двери открыты или закрыты. Вот здесь дверь закрыта. Девушка рисует двери. И, ну, она так экзальтирует, что сейчас нарисую, и это как что-то альтернативно невероятное. Настоящая дверь откроется. Будем реалистами, ничего не откроется. Тут самому придется встать, что-то открыть, и причем сделать совершенно, ну, каким-то другим образом, может быть. Или какую-то дверь мы и закроем, такое тоже ведь я допускаю. Тут надо и себя ведь сохранять. Карта вора называется, хоть нигде и не прописано, поэтому будьте внимательны. Поэтому я говорю, надейся сам на себя. Анализируй, Водолей. Постоянно наблюдай, что-то просчитывай. И
Ну, наверное, нет такой возможности, что мы расслабились. По семерке мечей, может быть, кому-то придется и забрать себя, как бы свое, да, или то, что вам дорого. Здесь, ну, у кого-то могут и вопросы, связанные с судами, например, или с разрешением какой-то сложной ситуации. И вы знаете, тут на первый взгляд может показаться как башня. А вот как раз в этом альтернативном подходе и выход из какой-то сложной ситуации. Или, знаете, вы можете узнать информацию, был какой-то обман. Вот был обман, вранье чье-то. И тут вдруг вы, ну как жизненная метаморфоза, мы узнаем о человеке, а представляли его совершенно по-другому. Здесь может быть и обратная какая-то история, когда мы о ком-то думали, ну не очень хорошо, прямо скажем, и понимаем, что да нет, там, может быть, и не очень тактично себя ведет человек в своих высказываниях, но тем не менее он зла-то на нас не держит. Это просто такой человек. То есть мы учимся контактировать как и с разного рода людьми, ну, так и обустраивать свою жизнь, адаптироваться, может быть, к любой ситуации. Вот таких два знака. Но в конечном итоге, вот, праздник после победы. Все то, что я говорила, вот эти две в течение, точнее, поясняла эти две карты. Четверка жезлов, праздник после победы. Она подытоживает и как бы усиливает это значение. Новая энергия, новое взаимодействие или в новом ключе, новыми методами. Меняется обстановка вокруг вас. Может быть, это даже если мы говорим о информации, которую мы слышим извне. И ведь это старший аркан, это именно внешнее воздействие. И прообраз башни– это тюрьма вообще-то, первая карта Таро. Та тюрьма старая, которая рушится от попадания молнии. Падают какие-то оковы, падают какие-то преграды, но мы к этому не готовы внутренне. Раньше могли подержаться за стены, а теперь вроде это освобождение, но мы словно невесомости себя чувствуем. Парим, и что, и где, и как, и когда. И тут даже, вот, понимаете, не бояться элемента новизны. Может быть, даже наши какие-то предыдущие взгляды на жизнь тоже нужно быстро менять. От этого есть, главное, возможности, понимаете? Возможности именно в этот период времени обустроить свою жизнь в сторону счастья, в сторону нового качества жизни. Но приходит это все каким-то не таким ровным путем, как открытое шоссе, а какими-то коллизиями. Ладно, давайте узнаем, в чем вы поставили точку. Кто-то мог поставить точку в отношениях. Или кто-то мог подумать, что прежняя какая-то история завершилась. А здесь вы можете столкнуться, ну, с такими обстоятельствами, что и вам придется обращаться к какому-то человеку. Или человеку придется обращаться к вам. Вам может показаться, что, знаете, как вы какую-то историю завершили точно, а теперь с этим человеком, может быть, даже, вот как я говорила, да, вы думали, что человек что-то против вас замышляет, а я тут могу даже предположить, кого вы считали недругом, вы можете изменить о нем мнение, потому что вы поймете, что это вы были во власти предубеждений. Вот даже такие могут быть, это и будет тоже башня. Ведь это трансформация. Трансформация ваших внутренних взглядов на мир, на жизнь, ну и, понятно, на свою собственную. И тот, кто вам льстил, это был обман, а тот, кто говорил правду, а ведь правда в этом было рациональное зерно. Ну, признаем мы свои ошибки в этот период, это точно. Но у вас есть возможность к компромиссу договориться. Более того, мои дорогие, еще и помощь какую-то получить. Причем, может быть, от тех людей, которые где-то они вам знакомы, но вы на них не рассчитывали, или вы о них думали как-то по-другому. Но самое главное– взаимный энергообмен. Ну, здесь буквально нам дети. И дети, кстати, это прообраз того, что мы вот эти договоренности выстраиваем, ну, более искренне, более на таком где-то интуитивном даже плане. Мы чем-то похожи. И так тоже бывает, когда оба в конфронтации человека, и неважно, личная жизнь или там вопросы вашей занятости, труда, вашей деятельности,
А был конфликт именно потому, что оба были непримиримые. Вот может быть. Это тот вариант, когда нашла коса на камень. Ну, вот это коса на камень, вот камень отдельно, коса отдельно, и никто друг другу не мешает, наоборот, один другому помогает. Камень может подточить эту косу еще, да? А почему нет? Казалось бы, разные совершенно плоскости, но они возможны во взаимодействии. И если подумать, каким образом и для чего. Вот такая подсказка. Ладно, так что ж прояснится? Ну, вот какая-то пауза. Какая-то нездоровая больная ситуация или длительное какое-то бездействие у вас явно прояснится. Вы выходите вот из этой башни, из этой тюрьмы. Двери, кстати, двери все открыты, закрытых дверей нет. Но это мы долгое время, может быть, и были во власти предубеждений. Человек буквально показан, что он видит. Телевизор у него, да, ну вот какие-то тут предметы стоят, олицетворяющие вредные привычки. Может быть, здоровый образ жизни. Кстати, вот этот период сентября для тех, кто хочет, к примеру, ну, я не только даже про вредные привычки, тут у каждого свое. Ну, кто-то хочет поправиться, кто-то хочет похудеть, да. Здесь вот именно здоровый образ жизни может начинаться с самого малого, когда вы на такой постоянной основе начнете совершать просто прогулки. Если пробежка слова вам не нравится, да, ну, хорошо, я буду вот хотя бы километр, 2, 3, ну, минимум 5 вообще-то по здоровью нужно проходить каждый день. Ну, вот я буду в спокойном шаге таком ходить, меня смотрит разный возраст, или начну какие-то дома упражнения. Пусть я не буду делать через силу, но я сделаю хотя бы вот первые какие-то шаги, поверьте, вам тогда тело откликнется сразу. О, молодец, это то, что надо. Понимаете, вот огромные возможности. И вот проясняется, что это нам раньше казалось, что мы ничего не меняется, а вот здесь сами по себе перемены. Заканчивается какой-то бесконечный дождь, так называется четверка кубков в одной из колод. И да и человек-то нам показан, что прояснится. Вот тут ничего не проясняется. Это та информация, которую, вот я говорила, кстати, связанная с людьми или нашим восприятием, или когда вас обманывали. Тут вот просто телевизор нам показан, и в телевизоре, да, тут масса информации противоречивой, но самому, да, вот интеллект– это ваша сильная позиция. Тут ведь надо как-то это соотносить. И вот это вот недовольное лицо, да, наше когда-то, может быть, когда, да, все надоело, все однообразно. Вот это все и проясняется, а то, что должно быть завершено, оно и завершается. Что же уйдет? Какое-то бессмысленное ожидание. Но, может быть, буквально дверь открыта, нам русал показан. Ждет русалочку, все ждет чего-то. Ждет, как вот этот кубок, единственное воспоминание. Ну, когда же это, вот когда же это состоится? Вот это уйдет, ожидание уйдет. Он уже даже вот нам таким синим изображен, так и хочется сказать, да, посинел это ожидание. Ну, это аллегория моя личная. Нигде, понятно, это не прописано, но ведь правда мы устали. Мы от чего-то устали, когда ничего не меняется. Вот именно карта 16-го старшего аркана запускает какой-то механизм трансформации, чтобы у вас был праздник после победы. Что придет взамен? Вы еще столкнетесь с разного рода информацией, с разными людьми. Вы можете, если вы принадлежите к руководству, пусть какого-то даже не самого высокого звена, могут нагрянуть проверяющие. Я должна об этом сказать. Будьте к этому внимательны. Но и это мы сами, кстати, можем куда-то стремиться. Вот как этот рыцарь мечей. С одной стороны, у вас будет достаточно физической силы. И эмоционально вот как раз тут есть такой тонкий нюанс, когда нам нужно за эмоциями своими следить. И, может быть, быть таким, знаете, вот интеллект мы с вами говорили, да? Холодная голова вам нужна, потому что это мы сейчас, как вот этот могучий кентавр. Вот он, посмотрите, пробует пробить эти врата, но не получается. Окей, сейчас разбегусь, возьму дистанцию подальше, как врежу по этим воротам. Они откроются, да, это может быть. Но ты, дорогой, то, что ты там увидишь совсем. Карта тебе не гарантирует, что тебя это обрадует. Вот мы куда-то как будто шли, тут мы тоже можем в этот период понимать, что что-то не то.
шел не туда, или вроде бы и построила себе какие-то планы, а в итоге опять же получилось что-то не то. Знаете, плюс этой карты, вот что придет, истина, правда, вот она откроется. Когда мы видим истину и понимаем, или мы ищем истину, и мы ее находим, и мы понимаем, где же выход из создавшегося положения. Поэтому тут интеллект, холодная голова, рационализм от начала до конца. Видимо, вам какой-то период жизни, не только теперь, вот все же это старший аркан, прежде чем вы и отстроитесь, закрепите вот это благополучие, еще это вам будет какое-то время необходимо. Личная жизнь. Ну, какие-то вести, добрые новости. По пажу жезлов могут быть и вести от ваших детей, даже взрослых. Но иногда эта карта говорит, что мы выбираем новое направление. Может быть, это не имеется в виду, что мы выбираем новые отношения, но значит, мы строим даже отношения в каком-то новом ключе. А для кого-то из вас, кстати, двойка кубков у нас вверху, я допускаю контакты с уже знакомым человеком. Ну, к примеру, вы один или одна. Ну, не для всех, но для кого-то может проиграться, что прежняя история, она возобновляется. Я не могу сказать, что это страсть. Нет, но это есть какое-то взаимодействие или интерес, может быть и дружба, какой-то другой, понимаете, другая палитра отношений, нежели была прежде. Вот такое может быть. А у тех, у кого семья, как я уже сказала, дети, или это вы со своими домочадцами, может быть, родственниками, тоже где-то что-то обдумываете, получаете информацию от родственников, такое тоже может быть, и уже какую-то новую стратегию, тактику будете задумывать себе на последующее время. Что же за финансы? Ну, вообще шикарно. Тут и на дом, и на финансы, на имущество. Десятка пентаклей. Деньги есть, деньги будут. Но, может быть, еще и у кого-то будут стоять на кону вопросы, связанные с переездом. Все-таки иногда по 16-му аркану мы делаем вынужденную поездку, переезд или какое-то перемещение. Будьте к этому готовы. Тем более рыцарь мечей иногда привносит для нас неожиданную смену направления. И где-то нам уже об этом так мягко говорит паж жезлов. Поэтому у кого-то это будет связано с личной жизнью или некоторой коррекцией планов. Но мы на финансы. И про финансы одна из лучших карт в колоде на финансы. И дом, и семья, и благополучие. Ну и сами по себе финансы тоже. Но, тем не менее, карта говорит, это нужно как-то сохранять. Ваши достижения, возможности. Это все то, что я долгое время говорила. Нет вот закрытых дверей, да. И тут нужно понимать, какие нужно открывать, а какие, да ну их и пусть там и стоят. Может, кто-то закрыл эти врата от вас. Так ведь тоже бывает в нашей жизни. Нам кажется, судьба для меня закрывает какой-то путь. А я попробую еще раз. Вот не страдать перфекционизмом в период сентября, это будет очень важно. Потому что основная задача, и у нас Марс в весах, баланс, быстро перестроиться, я об этом сказала. И вот посмотрите на достижения. Ну, достижения еще одновременно, откуда к нам гроши приходят. Так вот, туз пентаклей изображен таким образом, что это как вы сидите вот так вот, улыбаетесь, представьте себя, что это у вас все под контролем. Все двери закрыты. Наверное, так правильно. А вот кому надо, вы откроете. Или, если вам зачем-то это будет нужно. Все ключики, мои дорогие, в ваших руках. Вот все то, что я долгое время говорила, для вас имеет какое-то архиважное значение. Тут не 3 знака судьбы, а тут все карты, как вам, знаки судьбы. Вот у каждого своя, я понимаю, ситуация, но я тут вижу для вас какую-то, пусть трансформационную, но возможность. И по тузу Пентаклей вам ваши высшие силы помогают. Правда, тут может какая-то информация приходить. Да я бы сказала, в этот период жизни будьте внимательны, как и к людям, к событиям, к ситуациям, которые внешне вокруг вас разворачиваются, предложениям, сообщениям, бумагам, документам. Все имеет свой смысл. И как с этим взаимодействовать, для этого нужна
холодная голова. Или, может быть, и вам придется искать вот эту правду, истину или дополнительную информацию. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я вас благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео и вот так вот искренне, душевно описываете, что происходит в вашей жизни, потому что делаешь прогноз, и я ведь не вижу каждого из вас, я не вижу каждый знак зодиака, и мне очень приятно, когда расклады откликаются. И вы откликаетесь тоже. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.